Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии все чаще обсуждают рост цен на повседневные продукты, который заметен не только в статистике, но и при покупках в немецких супермаркетах. Одновременно публикуются прогнозы по экономике 2026 года, которые выглядят более оптимистичными по сравнению с показателями последних месяцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц называет это шансом на разворот. А в мировой экономике происходят заметные изменения, связанные именно со сменой технологических лидеров, что отражается и на ситуации в Европе. Но при этом крупнейшие компании Германии фиксируют снижение прибыли, логистика сталкивается с трудностями, а на рынке труда сохраняется нехватка специалистов в ключевых секторах. И еще одна новость связана с рынком электромобилей. Германия расширяет производство, однако расстановка сил на мировом рынке электромобилей меняется. Даже в Брюсселе не могут оставаться в стороне, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что ответ Европы будет. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, цены на продукты в Германии в 2025 году заметно выросли, особенно в сегменте базовых товаров повседневного спроса. Наибольший рост цен зафиксирован, внимание, на растительное масло и маргарин. За год цены взлетели более чем на 20%. Для домохозяйства это означает дополнительные ежемесячные расходы. А, к слову, сливочное масло, которое с поднемецкой коровы, наоборот, упало резко в цене, и, как я рассказывал, на днях уже фермеры недовольны. Но продолжу. Следом идут фрукты и овощи. Здесь подорожание составило до 15%. Причины – это не урожай, рост цен на топливо и дорогая логистика. То, что ранее считалось доступным, стало заметно дороже. Мясо тоже не отстало. Цены выросли в среднем на 8-12%, особенно по свинине. Производители объясняют это ростом затрат на корма, энергию и ветеринарные требования. Даже молочные продукты подорожали на 5-7%, а хлеб и выпечка на 3-5%. Это значит, что подорожала практически вся продуктовая корзина. Эксперты подчеркивают, что дело не только в мировых рынках. Внутри Германии растут издержки, то есть энергия, транспорт, налоги. Все это автоматически перекладывается на потребителя. В итоге в 2025 году многие жители Германии отметили, что повседневные покупки стали заметно дороже, а рост цен на продукты стал одной из обсуждаемых тем года. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. Президент Ассоциации немецких банков Кристиан Цевинг заявил, что экономика Германии в 2026 году вырастет примерно на 1,5%. После того, как в 2025 году рост был очень слабым. По прогнозу, число безработных сократится на 100 тысяч человек и опустится даже ниже 3 миллионов. Цевинг также ожидает, что ставки Европейского центрального банка ЕЦБ останутся на текущем уровне и в 2026 году, а инфляция закрепится около 2%. Он отметил, что времена высокой инфляции в Германии уже проходят. Кратковременные колебания возможны в начале года, но длительная фаза с инфляцией ниже 2% вряд ли вероятна. Среди причин это активная финансовая политика, демографические изменения и перестройка цепочек поставок. В комментариях Цевинг подчеркнул, что для долгосрочной стабильности экономики важно, чтобы граждане и работники оставались на рынке труда дольше. На фоне этих прогнозов канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности устойчивого экономического роста и поддержки рабочих мест. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит поддерживать стабильность экономики и контролировать инфляцию на уровне 2%. Следующая новость привлекла внимание участников финансового рынка. Внимание! Компания NVIDIA, известный производитель микрочипов из Соединенных Штатов Америки, впервые за многие годы обогнала технологического гиганта Apple и заняла первое место в списке самых дорогих публично торгуемых компаний в мире. На протяжении многих лет, вы знаете, Apple лидировала в этом рейтинге благодаря успеху iPhone и других устройств, но теперь рыночная стоимость NVIDIA стала выше. Рост стоимости акций NVIDIA связан именно с высоким спросом на ее процессоры для технологий искусственного интеллекта. Эти чипы используются в серверах и центрах обработки данных по всему миру. И благодаря этому компания переживает настоящий бум. Эксперты отмечают, что NVIDIA благодаря этому достижению закрепляется в истории как ведущий игрок в сфере высоких технологий, а ее рыночная капитализация значительно
опережает многие крупнейшие мировые бренды. Это событие отражает фундаментальные изменения во всей мировой экономике. Например, индустрия искусственного интеллекта становится одной из важнейших отраслей, а компании, как вы понимаете, которые ее формируют, получают огромную финансовую оценку. И это еще не все новости. В Германии ведущие компании зафиксировали заметное снижение прибыли. Анализ крупнейших 100 предприятий показал, что совокупная прибыль немецких топ-концернов в 2025 году сократилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом и составила около 102 миллиардов евро. Общий оборот вырос всего лишь на 0,6% до 1,55 триллиона евро, что соответственно ниже уровня инфляции. Наиболее заметные изменения наблюдаются именно в автомобильной отрасли. Прибыль компаний Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz упала почти наполовину, точнее на 46%, хотя их общий оборот сократился лишь на 2%. В химической отрасли доходы упали примерно на 71%, в то же время технологические компании увеличили прибыль почти вдвое, а предприятия здравоохранения получили плюс около 40%. С начала 2023 года по настоящее время топ-100 компаний Германии сократили штат, внимания почти на 100 тысяч человек. И только за 2025 год число сотрудников уменьшилось примерно на 17 500 человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что спад прибыли в ключевых отраслях усиливает необходимость инвестиций в высокие технологии и зеленую энергетику, чтобы немецкая промышленность оставалась конкурентоспособной. Он также указал, что правительство планирует стимулировать инновационные проекты и модернизацию заводов, что позволит сократить издержки и повысить продуктивность. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что падение прибыли крупных компаний Германии подтверждает важность координированной экономической политики всего Евросоюза, включая поддержку трансграничных инвестиций и цепочек поставок. По ее словам, только скоординированные меры на уровне Евросоюза помогут укрепить промышленный сектор и сохранить рабочие места в стратегически важных отраслях. А дальше еще есть одна важная новость. В Германии сохраняется значительный дефицит водителей грузовых автомобилей. По данным Ассоциации немецких автомобильных грузоперевозчиков, в стране не хватает внимания. Примерно 120 тысяч водителей. И это рекордный уровень за последние годы. Дефицит отражается на сроках поставок, особенно в розничной торговле, и сегменте скоропортящихся товаров. Компании вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда, чтобы удержать опытных водителей и привлечь новых. Однако эксперты отмечают, что демографический кризис и тяжелые условия работы делают проблему системной. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дефицит водителей – это серьезный сигнал для всей экономики. Он предложил стимулировать профессиональное обучение и упростить процедуры привлечения иностранных специалистов, чтобы поддержать логистику и не допустить роста цен на товары. Экономический анализ показывает, что если ситуация сохранится, логистические перебои могут повлиять на весь товарооборот Германии, ускоряя инфляцию и создавать дополнительные расходы для бизнеса. В то же время Фридрих Мерц считает, что инвестиции в автоматизацию и цифровизацию транспорта могут частично компенсировать нехватку кадров, что, соответственно, станет ключевым фактором для устойчивости экономики в ближайшие годы. И напоследок еще одна новость. Я вам вчера рассказывал, что компания Tesla планирует расширить завод в Германии. На первый взгляд это выглядит позитивным сигналом. Однако, внимание, сегодня важно рассматривать ситуацию в более широком контексте. Автоконцерн BYD из Китая стал новым мировым лидером по продажам электрических автомобилей, опередив компанию Tesla. В прошлом году BYD продала более 2,4 миллиона электромобилей, тогда как у Tesla этот показатель оказался ниже. Китайский автоконцерн BYD сумел обойти конкурента благодаря растущему спросу именно в Китае и расширению рынка в других странах Азии и особенно Европы. Автопроизводитель активно увеличивает производство и предлагает широкий модельный ряд от доступных городских машин до более дорогих кроссоверов. А вот Tesla, в свою очередь, столкнулась с замедлением темпов роста. Продажи ее моделей в 2025 году увеличились, но уже не так быстро, как это было раньше. Это указывает на усиление конкуренции на рынке электромобилей. Эксперты считают, что изменение лидерства отражают глобальные сдвиги, так как я вам раньше рассказывал, что китайские компании быстрее просто адаптируются к меняющимся спросу и умеют работать с более
низкими производственными издержками, чем многие западные конкуренты. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз планирует расширить поддержку инноваций, в том числе через субсидии и льготы, чтобы укрепить позиции европейских автопроизводителей на мировом рынке. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.